Могут ли быть факапы после пересадки волос? Да, могут быть. За 5 лет я также столкнулся, особенно учитывая, что этот год я работаю, что называется, сам со своими докторами и полностью контролирую своих ребят от и до. И казалось бы, ну даже в этом случае можно избежать, собственно, такого понимания, как X-фактор, то, что человек, клиент может не получить или получить какой-то результат, который бы ему не хотелось. Но, как я понял, что даже в таких случаях, когда я полностью контролирую, когда я все подготавливаю, все равно могут быть случаи, при которых можно получить не тот результат, который хотелось бы. От этого не застрахован никто. Если вы только не носите, например, систему волос, которую можно просто выбросить и сделать вид, как будто ее никогда не существовало, поменять на другую систему волос. Все, что касается пересадки волос, это очень важный процесс, к которому нужно подготовиться, правильно все продиагностировать, правильно подготовить фронтальную линию, не моментально перед пересадкой, а до того, чтобы вы немножечко представили себя и, может быть, даже нарисовать и походить немножко с этой линией. Соответственно, очень важно постоперационный контроль и так далее. Но все равно я столкнулся с тем, что вот у меня, например, за мою практику есть 2 случая. Буквально вот на прошлой неделе, точнее даже еще немножко раньше, я столкнулся с тем, что у одного из моих клиентов по прошествии 6 месяцев результат, мягко говоря, не очень. То есть на самом деле плохо. Есть вероятность, что какое-то количество графтов не прижилось. Есть момент того, что большая зона, и из-за того, что сделано было распределение. Хотя я, собственно, чаще предпочитаю именно такой способ, то есть сделать не зонально, а именно распределением. Почему? Потому что в нашем, что называется, нестабильном мире, по крайней мере, если вы сделаете распределение, да, это будут редкие волосы, но они у вас будут везде без вот этих вот чубчиков. И получается, что потом вы можете просто сделать загущение и получить, то есть методом загущения каждый раз получать большую и большую плотность. Именно по этой причине. Вот мы сделали распределение, и получилось так, что площадь большая, на макушке еще отрастают волосы, они более или менее распределенные, но во фронтальной части, учитывая также момент того, что волосы продолжают собственные выпадать, и там нет сильного, скажем так, лечения волос, каждый клиент сам выбирает, будет он следовать, например, протоколам того же финастерида или других средств. Не только финастеридом и миноксидилом лечатся волосы. Вот если сгруппировать, у меня где-то 11 моментов, из-за чего выпадают волосы, но их все можно сгруппировать на 3 основных фактора. И вот эти вот 3 фактора нужно поддерживать одновременно. Еще важный момент при использовании финастерида. Финастерид недостаточен. По тем данным, которые я сейчас изучаю, как раз в тот момент, когда ваш фолликул начинает миниатюризироваться, вот этот вот канальчик, из которого растет ваш волос, он тоже начинает фибризироваться, если можно так сказать. Вот получается как что-то наподобие фиброза вот этого канала, и он также сжимается. Он сжимается, и даже если внизу вы начинаете уменьшать свой дигидротестостерон, то есть все равно большой шанс, что вот этот канал закроется, возобновить не получится. Вот если вы смотрите на лысую голову взрослых людей, которых давно потеряли волосы, у них прям все гладенько, потому что все вот это вот закрылось, и больше нет шанса вернуть вот эти вот волосы. Поэтому не только в этом, не только в финастериде дело. И вот у клиента реально результат не очень хороший. Что мы можем сделать, чтобы избежать вот этот вот плохой результат? Использовать, наверное, систему волос. Но если мы говорим о пересадке волос, то это более серьезный подход, и есть X-фактор, то, что мы не можем, к сожалению, предвидеть. И бывает также у известных опытных докторов, потому что я, когда изучаю, тоже смотрю на отзывы, смотрю, кто чем недоволен, изучаю работы, и бывает даже у очень крутых докторов, не очень хорошие результаты. И это не значит, что им хотелось бы или не хотелось получить такие не очень хорошие результаты, или что они работали, что называется, в полшишечки, на полсилы. Нет, просто множество факторов, и множество факторов нужно учитывать, и нет универсальных докторов, я вам говорил об этом. Некоторые доктора берут на себя те задачи, которые они, к сожалению, не то что не умеют, это не их фишка, в чем они
в чем они сильны. Не просто так с первого года я заметил, что у каждого доктора есть какие-то сильные стороны, есть слабые стороны. То есть то, с чем он справляется лучше, чем, например, с другими какими-то случаями. Я каждый раз подбираю под каждый конкретный случай отдельного доктора. И да, вот смотришь иногда на портфолио или даже каких-то известных докторов, там жалобы, там говорят, вот, я там переплатил. Конечно, клиенты эмоциональные, я бы тоже, наверное, так оценивал, но никто не понимает, что есть еще X-фактор. X-фактор — это ваш собственный организм, это определенные условия, определенные состояния, которые могут привести к тому, что, ну вот, знаете, как самолеты падают с неба и не просто потому, что они хотят упасть, да, потому что сложилось множество факторов, что называется, воедино, и, к сожалению, вот так вот получилось. И тут, конечно, скажут, да вот же, Олег, ты там говоришь, что вот про эти конвейерные клиники, про их плохие результаты. Смотрите, разница в чем? Когда доктор делает одну работу в день, и когда клиника, конвейер делает там сколько, 15, 20, 100 работ в день, там отобрать, что называется, десяточку из вот этой сотни, как, что называется, пить дать, очень легко, да, то есть 90%, что такое 90% неуспешных случаев у клиники конвейер? Это, например, из 100 штук 90, из 10 9, да, один успешный. У известных, опытных и не обязательно известных, но опытных докторов, особенно которые работают по одной пересадке в день, у них одна пересадка, один день. Если даже одна работа из там сотни неуспешна, то это, считайте, одна неуспешная работа в день. То есть это 100% неуспешного дня. Если мы рассматриваем клинику конвейер, то там сколько, 15-20 пересадок делается. Ну, подумаешь, там 2 получилось работы или 3 получилось работы, 7 не получилось, там 20 не получилось. Но в процентном соотношении это абсолютно разные цифры. У меня был один случай такой в Аргентине. Я был сам лично на операции, и все сделано очень хорошо, и фотографии все есть и в процессе операции, и сразу после операции, то есть все сделано максимально хорошо. У человека не прижилось, у меня такое было впервые, я вообще таких случаев даже не видел, огромное количество, то есть более 50% не прижилось. После я начал изучать, и оказалось, что бывают некоторые случаи, бывает даже некоторая кожа, которая подвержена келоидообразованию, и есть как своеобразное еще и отторжение, хотя это свои собственные волосы. То есть вот эти вот факторы, X-факторы, которые я продолжаю изучать, они бывают вот как раз-таки складываются вне зависимости наших условий. Другой момент, когда вам начинают врать, там говорят, вот у вас некроз, потому что вы курите, а не потому что низшего звена медработники, которых недостаточен опыт, и, например, тот же некроз чаще всего происходит из-за чего. Такие клиники, которые говорят вам, что некроз из-за того, что вы курите, они хотят переложить свою вину на вас. Но основные причины некроза — это неправильное открытие каналов, неправильный угол, иногда чрезмерная плотность, иногда неправильная глубина, и именно из-за этого и образуется некроз. И когда вам говорят, что вот некроз образуется от того, что вы виноваты, и то, что вы курите, курение может провоцировать некроз, но это не основная причина, это не фундаментальная причина, из-за которой чаще всего происходит некроз. Это очень малых и редких случаев. Если бы так было и при количестве курящих людей, то, наверное, бы у огромного количества были бы некрозы, да, но некрозы, как правило, как раз-таки появляются у тех, где делают на конвейере или где работают не очень опытные, мягко говоря, медицинские работники, медбратья и того прочее. Поэтому вот один случай у меня был, мы переделали в Аргентине, сделали вторую пересадку, сейчас вроде бы отрастают волосы. Да, еще была, возможно, причина, клиент заболел пневмонией, была высокая температура, это также, конечно, очень сильно влияет на приживаемость, поэтому тоже важный аспект. Сейчас ситуация такова, новый клиент с проблемой, и это действительно проблема, я буду ее решать, я уже даже думаю, если получится, в зависимости от дат, я бы, может быть, даже сам, если у меня получится поприсутствовать, точнее, быть на самой операции, я постараюсь это сделать, потому что для меня важен результат. Да, как оказалось, даже если я планирую все и подготавливаю, и я уверен в докторах,
и все сделано как нужно, иногда появляется вот этот вот X-фактор. Как его можно уменьшить? Это опыт и доктора, и это мой собственный опыт. На данный момент именно пересадку волос я начал 5 лет назад изучать вот этот вопрос все глубже, глубже и глубже. И смотрите, я не делаю сам пересадки волос, я изучаю, я аналитик, я анализирую данные, огромное количество данных. Я общаюсь с лучшими докторами мира, я общаюсь с лучшими не только докторами по пересадке волос, но и по регенеративной медицине, и с трихологами, и те, кто изучает фолликулы, те, кто изучает будущие технологии. Для чего? Чтобы собирать все эти данные. Я это делаю практически с утра и до вечера каждого дня. То есть, если бы я еще занимался пересадками, представляете, то есть тут нельзя заниматься и одним, и вторым. Моя задача изучение данных. Я не планирую открывать свои клиники, и уж тем более это будет, я буду точно топить тогда за свою клинику, если она у меня будет, это будет, уже не объективная информация. Да, возможно, если будет такая возможность, я постараюсь, конечно, туда воплотить все, что только можно, потому что по всем клиникам, по всем докторам я подмечаю самое лучшее, что может быть, и также это воплощаю со своими докторами, которым я доверяю. Я делюсь с ними этими знаниями, которыми на самом деле многие доктора думают, что вот я поехал на конгресс, там я узнал какие-то секреты. Нет, доктора никогда не рассказывают свои секреты, реальные секреты, потому что это их фишки, которые их выделяют среди других докторов. Многие секреты я знаю, но в то же время я уважаю докторов, которые делятся со мной, и я никому, что называется, их не рассказываю. Просто, например, со своими докторами я некоторые моменты могу подсветить и сказать, что вот это не так, или вот это можно сделать лучше. Вот, поэтому, с одной стороны, секреты все, которые я, например, знаю, они вот здесь. Я их никому, что называется, не продаю. И для чего мне это надо? Чтобы моя вот эта вот база, мой фундамент, он был очень крепкий, чтобы вот этих вот, скажем так, X-факторов было все меньше, меньше и меньше. На самом деле, вот даже месяц назад, общаясь с Умаром Сануси, один из самых лучших выдающихся докторов в мире, он в основном специализируется на решении проблемных случаев. Пересадка, также это лучший доктор по пересадке волос из тела. У него огромное количество решения проблем, и у меня просто глаза вот так вот открываются от таких проблем, которые он решает. И даже у него бывают клиенты, которые, к сожалению, невозможно предвидеть все возможности, которые могут быть. И у него бывают клиенты, у которых появляются проблемы, но еще раз, чем отличается опытный доктор от медицинских работников, конвейеров и тех, кто хочет зарабатывать? Опытный доктор знает уже, как можно, то есть при возникновении проблемы он знает, как ее решить. То, что я сейчас наблюдаю, конечно, в России, это, как бы там ни говорили, сейчас тоже будут, как обычно, говорить, вот я хейчу. Моя задача подсвечивать вам со всех сторон и давать вам информацию. Вы уже сами решаете. Мне глубоко наплевать на то, что делают там кто-то для чего-то, даже атакуя мой канал или еще что-то. Моя задача, вот точно так же, как с первого дня я записал свое первое видео, без, целей вам продавать. У меня нет никакой, у меня нет там своей продукции. Хотя, кстати говоря, вот это можно было бы, наверное, сделать, потому что я тоже изучаю, чтобы действительно работало. Потому как вы находитесь все у меня по всему миру, и приходится, в зависимости от каждой страны, выискивать, где что можно купить. Вот сейчас вот тоже я запишу, и, что называется, кто-то намотает себе на ус, и начнут вам продвигать всякие, средства с миноксидилом, как средства от всего. В общем, смотрите, если действительно хочется обезопасить себя, вот это вот то, с чего я начал вот это видео, скажем так, одев систему волос, это самое безопасное, самое дешевое средство, которое можно купить, попробовать, получить любую прическу, которую вы хотите, если не понравилось, выбросить, поменять и так далее. Все, что касается пересадки волос, это очень ответственный шаг и очень ответственный процесс, и именно поэтому я набираю все больше и больше информации, все больше и больше знаний, чтобы знать,
и идти даже не то, что в ногу с ведущими докторами, собирать все самое-самое-самое от тех докторов, которые на самом деле заняты работой, практической работой. Есть практические доктора, которые работают каждый день, есть доктора, которые ездят под конгрессом и, собственно, представляют свое имя, раскручивая свое имя, и за них работают другие. Я не делаю пересадки волос. Все, чем я занимаюсь, это аналитика данных. Вот все, что я вижу со стороны, как вы видите, я не топлю ни за каких докторов, то есть даже известные доктора, если есть какие-то минусы, я даже их подчеркиваю. Вот я делал, например, интервью по HLC, отличный, хороший врач, опытный врач, но я тоже понимаю, что он, например, сейчас не всегда, мягко говоря, работает, и за него работают другие команды. Это, конечно, другой вопрос, как они работают, и он не будет там набирать себе плохих, я не знаю, ассистентов. Но, например, цены в одной клинике, они отличаются от другой клиники. И тут нужно понимать, вы платите за медработника, вы платите за распиаренного доктора с его, скажем так, раскрученным именем, или то, что пытаюсь сделать я и делаю, я выискиваю тех докторов, где вы платите не за маркетинг, а за ту адекватную стоимость, сколько это действительно стоит. Это реально адекватная цена, при которой можно, например, и все говорят, вот, я хочу зарево. Не все, но некоторые. И когда узнают, что там пересадки от 40 до там, 90 тысяч евро, говорят, дороговато. Так вот, такие же результаты, ну, не совсем прям такие же, но близкие к этим результатам мы уже получали. И у меня уже есть ребята с похожими результатами, намного-намного дешевле. Поэтому моя задача анализировать. И да, будут определенные все равно факапы, будут какие-то определенные проблемы. И вопрос в том, как они решаются, насколько есть опыт у этих докторов правильно решать, и насколько, что называется, мне хватает также информации и смелости тоже их решать. Поэтому, да, появляются, бывают такие моменты, и, конечно же, мы их будем решать. В этом и состоит моя задача, и именно только для тех, кто на моем личном контроле, именно в этом тоже и состоит мой личный контроль, когда я вас полностью подготавливаю, отслеживаю, и если есть вот такие, скажем так, X-факторы, сильные X-факторы, то мы будем, что называется, с ними разбираться вместе. Вы никогда не останетесь, скажем так, один на один. И почему я показал вот эту систему? Она на самом деле просто ко мне пришла сегодня, поэтому я вот сделал такое эффектное начало. Да, кстати, очень классная система на основании, которую я когда-то давно пробовал. Это система профи. Она на сеточке, она не видна, но в то же время это очень долговечная сеточка, которую можно носить очень-очень долго. У меня уже есть такие системы, но это для тех, кому интересны системы. Поэтому будьте аккуратны, внимательны при отборе тех, с кем вы работаете. Доктора, клиники, и также помните, что никто вам намеренно плохого не хочет сделать, да, вашу пересадку волос. Просто есть те, кто хочет, например, продвигать свое имя, и для него дорого имя. Да, для меня, кстати, это, наверное, первый важный фактор, и для меня важны результаты. Есть те, кто хотят зарабатывать кучу денег, ищут сначала там где угодно, хоть каких-то докторов, как вот привет Сослану, да, одних, вторых, третьих, хоть что-то, чтобы пошел процесс, чтобы хоть какие-то там результаты появлялись, потом там денег, найти каких-то инвесторов, чтобы они вложились, потом уже начать вот этот вот конвейер. В общем, конвейер — это, мне кажется, самое худшее, что может быть. Я сам попал на этот конвейер второй, потому я так за это топлю, да. Есть доктора, которые тихенько себе работают и делают результаты пациентам. Все нужно отбирать и все нужно анализировать. Помните, что изменить ничего невозможно будет. Очень тяжело даже переделывать. Сейчас вот тоже все больше приходит операций. На операции это по переделке. И это очень сложно. И не все доктора хотят за это браться. Некоторые берутся, потому что я, скажем так, прошу. Но чем плохо для этих докторов переделать эти операции? Потому что называется, кто последний, последний как будто бы ставит подпись на весь результат. И никто не будет, скажем так, рассказывать, что у него уже там сделал там Сослан, там Географт или еще кто-то там до этого, или там какой-нибудь Айгын. А вот кто последний сделал или кто последний переделал. И получается, даже доктор, который хочет помочь и помогает, расписался под всем вот этим видом. Поэтому это практически, ну, не святые люди, но я очень уважаю таких докторов, которые
разрешают себе брать такой огромный риск в переделывании результатов других, чтобы те ребята, которые столкнулись с проблемой, которые приходят, говорят: вот, Олег, ты говорил, а мы тебя не послушали. Надеюсь, что таких клиентов будет меньше, и вы будете сначала думать, потом делать. Берегите себя, и главное, чтобы голосилось красиво.